Знаете, проблема эректильной дисфункции мужчин, она была всегда. Потому что во все времена мужское питание было, ну скажем так, не слишком полноценным. Хотя бы потому, что мужчины брали на себя и часто запредельную нагрузку, после которой у них не то чтобы была нестоямба, но чаще и гораздо более серьезные проблемы со здоровьем. Что мы сейчас имеем в этом плане? Наверное, в первую очередь все те же старые проблемы в области нормального мужского питания. Ну, то есть мужчины продолжают кушать вместо здоровой пищи уже особый комбикорм из перекрестков, из магнитов, из пятерочек и далее. И параллельно тут еще добавилось, что очень многие из нас ушли из производства. То есть где нужен максимум физической активности, они ушли в торговлю и в услуги. Вырос уровень статической нагрузки на скелет и мышцы, что тоже эректильной функции никак не помогло. И плюс совсем прям новое – наука порно. Я уже говорил в одном из видео, что современные запросы у мужчин на секс, они серьезно продиктованы порноиндустрией. Другими словами, нашим мужчинам показали, как этим надо заниматься. Но среднестатистический мужчина, он просто так не может. Ну то есть вот не может этим прям так твердо и так долго заниматься. Особенно на фоне тех проблем, которые я здесь уже назвал. И что как результат? А тот факт, что у мужчин пошли первые комплексы на фоне своих ожиданий и своей реальности. А если уж учесть, насколько сегодня и у мужчин, и у женщин завышена ценность секса, то тут вообще все сложно. И складывается ситуация, в которой мужчина, с одной стороны, слишком уж многого от себя требует. То есть, если что, то порно смотрят и мужчины, но и женщины, которые процесс примерно так же для себя и представляют. А с другой стороны, у мужчин лет после 35 и дальше начинаются серьезные проблемы. И в результате комплексы, а большинство таких проблем, они из головы, плюс дефективное питание, они превращают сексуальную жизнь в глазах сильного пола в нечто не совсем здоровое, а точнее, скажем, в пространство с высокими эталонами отдачи с их стороны. И как результат надо очень серьезно поработать, чтобы твое реально для тебя возможное и то, чего ты хочешь получить, они совпали. Что тут могу сказать? Что, несмотря на науку интим-фитнеса, на множество практик здорового питания, йоги и всем прочим физкультурам, вот ровно так же, как и 28 лет назад в качестве основного препарата для потенции используется все же поднимающая фарма. И, кстати, почему 28 лет? А потому что именно тогда и появилась та самая Viagra. Ну, то есть новый бренд от Pfizer, в основе которого работал и работает силденафил цитрат. Но сразу обращу внимание на то, что уже прям с самого начала с этим препаратом были сложности в нашей стране. Наши мужчины, в отличие от многих зарубежных, они не могут, не умеют признавать публично, а особо перед женщиной, свои такие слабости. Но не присущи нашему мужскому, российскому, а также украинскому, белорусскому и вообще почти любому СНГшному мужскому менталитету признавать свою сексуальную слабость. И наши мужчины готовы очень много заплатить за ту фармакологию, про которую никто, кроме них самих, никто и никогда не знает. Таблетки с поднимающим эффектом типа тадалафила, которые называют мужские витамины выходного дня, они вообще, всем мужчинам не подходят. Большинству нужно все же что-то пусть и не настолько долгое в плане эффекта, но работающее, так сказать, для точной подстраховки на случай неожиданного фиаско. И если вам от 30 и до, наверное, 45, вам это надо, для подстраховки. А после 45 вам это нужно часто не для подстраховки, а для твердой гарантии, что у вас все получится. И вот с Виагрой были свои сложности, поскольку мало кто готов искать по всем карманам этот заветный блистер, шуршать фольгой, потом прятаться в туалете и запивать все это, чтобы быстрее усвоилось, еще водой из унитаза. И плюс к тому медиана от приема
приема силденафила в форме таблетки и до результата составляет 60 минут. То есть эффект может наступить что-то в пределах от 30 и до 120 минут. Мужчинам нужно что-то гораздо более четкое в плане приема и эффекта, чтобы, допустим, все то, что нужно, оно усваивалось пусть и не мгновенно, но оперативнее, а ожидаемый эффект, он достигался когда надо, а не, допустим, через 2 часа. И все эти проблемы у большинства мужчин сохранялись до тех пор, пока не появился Джент. Современный российский препарат для лечения эректильной дисфункции мужчин, а не 10-я буква высшего галактического алфавита из «Звездных войн». Джент — это препарат силденафил цитрат, которого заждались, наверное, все российские мужчины. То есть в абсолютно новой форме подачи и приема, который можно и ничем не запивать. Его легко закамуфлировать, и его никогда не примешь за типичные таблетки-поднималки. И плюс, раз все эти проблемы решены, то Джент, его не надо разделять лезвием, как большинство таблеток, на половинки, четвертинки и так далее. Давайте расскажу вам, что такое Джент понятным языком. Для чего нужен? Это препарат, который работает с проблемой эректильной дисфункции мужчин. Могу ли я сказать, что он все это как-то лечит? Наверное, да. Но только есть момент, что он ее вылечивает только на время действия препарата. Допустим, вы купили Джент, нажали один раз на кнопку и получили на носителе попутно 25 мг силденафил цитрат. Это, кстати, оптимальная доза для тех ребят, которые, допустим, жалуются на неустойчивость устойчивую потенцию. И, кстати, еще для тех, кто в первый раз решил заняться сексом с новой женщиной. Препарат начинает действовать через 10 минут. Кстати, очень большой плюс. Обычная таблетка Виагры с такой же дозировкой начнет вам помогать примерно через час. Ну, то есть вспомните, что если вам нужно более быстрое действие лекарства, то надо класть его под язык, чтобы оно быстрее всосалось. И вот за счет гораздо более быстрого всасывания, в 6 раз быстрее обычного употребления, Джент поможет вам решить свои вопросы четче. Второе, на чем все, кстати, палятся. Джент — это не таблетки. То есть внешне это дезодорант, который выглядит как освежитель дыхания. В чем тут прикол? Когда женщина вдруг замечает, что вы пьете специальные таблетки, чтобы заняться с нею сексом, то для нее это сродни оскорблению. Ну, то есть, что в естественном и безмедикаментозном состоянии у вас конкретно с ней не получается. Поймите сами, когда вас могут только с фармой, вы обязательно, будь вы женщиной, примете это не как его болезнь, а только вот по отношению к себе. Плюс это очень странно. Когда мужчина, понимая, что у него сегодня будет секс, он еще час ждет, пока силденафил начнет работать. Намного все же лучше, когда вы, допустим, пошли в душ, пшик Джентом себе в рот, и когда вытерлись полотенцем, у вас прям сразу все работает как надо. Это намного лучше, чем идти в туалет, шуршать таблетками и запивать их потом водой из унитазного бачка. Да, Джент можно запивать водой или, допустим, соком, но это прям совсем не обязательно. Он усвоится и так, если у вас во рту достаточно слюны. А вот сухую таблетку вы еще попробуйте только проглотить без запивания. В одном баллончике Джента заложено препарата на 32 нажатия. Что это означает? Что если вам достаточно 2 нажатий для оптимальной эрекции, то этого препарата, если вы занимаетесь, допустим, сексом даже 2 раза в неделю, вам этого хватит примерно на 2 месяца. И я пока еще не видел, чтобы кому-то хватило пусть даже 2 таблеток больше, чем на 4, ну или, если уж совсем прям заморочиться, наверное, больше, чем на 6 раз. Здесь же это полноценные 16 соитий. Давайте, кстати, сравним это в плане цены. Один флакон Джент вам обойдется примерно в 1200 рублей. Ну, то есть одно его употребление вам обойдется примерно в 75 рублей. Одна таблетка препарата с аналогичным составом вам выйдет, ну, примерно в 800 рублей. То есть по факту где-то 400 рублей за одно соитие, если вы ее располовините. Даже если вы пойдете прямо сейчас искать дженерики из Индии, то там вам все это обойдется не меньше 100-120 рублей за одну таблетку, не считая стоимость доставки. Короче, один полноценный секс с уверенной эрекцией вам обойдется дешевле всего только с Джент.
Ну, лично я не знаю другого препарата с таким эффектом за такую цену. А если вы их знаете, то пишите в комментарии. Короче, надеюсь, что в плане цены, удобной формы и эффекта я вас всех убедил. Теперь немного о побочках. Джент допускает эксперименты, то есть вы можете подобрать свою личную дозировку. Что это значит? Что кому-то из вас понадобится одно нажатие, кому-то два, но я не думаю, что больше. Как результат вы получаете, что вам и надо. С таблетками такого чаще не получится. Или получится, но вот примерно в 10 раз дороже. Я пока не знаю ребят, которым бы понадобилось 3 и более нажатия. Любые побочки от sildenafil цитрат, они завязаны прежде всего на дозировку. И только после этого на что-то посерьезнее и присущее конкретно вам. Если вы знаете свою дозировку, то побочки от передозировки вам точно не страшны. А значит, надо рассказать вам о других. Вообще о них написано в инструкции по препарату, но если вам прям нужно здесь хоть несколько деталей, то самое простое, когда вам надо быть поаккуратней не только с джентом, но и со всеми подобными препаратами, это тогда, когда у вас и так достаточно оксида азота. Ну, например, когда вы на курсе спортпита, где и так много оксида азота. Аналогично джент я не советую всем тем мужчинам, которым не рекомендована врачом половая активность в целом. В отдельных случаях sildenafil может менять цветовосприятие на время действия препарата, возможно, головная боль и еще, возможно, кстати, диспепсия. А это дискомфорт в верхнем отделе живота. Если вы видите все эти, а также другие побочки из инструкции у себя, то завязывайте со всей подобной фармой и идите на консультацию к специалисту. Ну и до победного конца лечитесь. Что тут сказать еще? Не надо ждать от джента, допустим, увеличения продолжительности самого процесса. Он вам этого не гарантирует. И для такого есть другие препараты. И я про них уже рассказывал в своих видосах на канале. С джентом вы получаете только полноценную эрекцию без каких-то там осечек. Второе, что могу сказать. С джент вы можете за одну ночь попробовать проделать больше, скажем, одного соития. Но надо понимать, что если вам так сильно это надо, то следите за дозировкой. И третье. Полноценная эрекция – это всегда другая чувствительность. Иначе говоря, если у вас очень вырастает чувствительность после применения джента, то используйте барьерную контрацепцию и вообще все, что поможет вам ее понизить в рамках того, что в этом плане рекомендовано специалистам. Повторяю, специалистам, а не каким-то блогерам типа меня или вообще вам лично неизвестным челам с мужского форума. На этом все. Ищите препарат Джент в аптеках вашего города. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией в коробочке с этим препаратом. Ну и желаю вам успехов. Вы поняли каких. До скорого.